Вот уже почти месяц в нашем южном регионе продолжается суровая зима. Мороза от -10 до -26 градусов по Цельсию. Такое ощущение, что февраль в полной мере решил отыграться за теплые декабрь и январь. И я продолжаю ходить в домик из камыша с ночевкой. Я топлю печь-буржуйку, кормлю фазанов и синиц, подкармливаю хитрую лису. Готовлю вкусную и простую еду. Наслаждаюсь одиночеством и тишиной. Наблюдаю за жизнью животных и снимаю видео для вас.
Повербанк, который приношу для подключения гаджетов, например, гирлянды. Оп. Сколько там градусов? Очень вкусно. Всем приятного аппетита, друзья. Буду трапезничать.
Ну и все, ложусь спать. Ну, вернее, не спать, а как всегда, слушать книжки, смотреть фильмы. Вкусно поела. В домике плюс 30. Очень жарко. Поэтому пока в спальник не стремлюсь залезать. Ну, а потом, конечно, когда печка немножко прогорит, станет прохладней, и я залезу в спальник. В общем-то, всем спокойной ночи. До завтра, друзья. Доброе утро, друзья. Проснулась. Синицы там. Семечки клюют, летают, порхают. Выглянула. Фазаны пасутся. В общем, картина маслом. Красота. Все уже не спят. Кстати, уже почти 9. А я все валяюсь. Мне так хорошо. Ну, как обычно, подбросила дровишек. Встала уже, чайник поставила. И легла заново. Ой. Видела, как сорока пыталась поклевать новый градусник. Он белый. Видать, она подумала, что это кусок сала. Ну, попробовала и улетела. В общем, красота. Как я спала? Спала очень крепко, очень сладко, очень тепло, прям шикарно. И снились мне совершенно безумные, насыщенные, какие-то нереальные сны. Ну, сны они не должны быть реальные. Даже, может, вам расскажу, но это такая вот, как это сказать, фантасмагория. Приснилось мне, что сплю я вот именно в этом домике. И слышу всплеск. Слышу всплеск, выглядываю в окно, и в заводе, но только там во сне уже не заводь, а такое прям хорошее озеро, плывет кабан под водой. Причем он нырнул, и под водой грациозно кабан плывет. Вы представляете? Вот кабана грациозного под водой, такого вообще в принципе не бывает. Я как увидела этот кадр, думаю, нифига себе, надо срочно камеру снимать это дело. Хватаю камеру, пытаюсь снимать, а она режимы какие-то переключает, что-то делает, виснет. В общем, никак съемку не могу начать. С камерой что-то не так. Я и так, и жму ее. Ну, не получается снять. Пока я с камерой мучилась, смотрю, там второй кабан появился. Кабан меня увидел и что-то так агрессивно на меня среагировал. И что-то так агрессивно на меня среагировал и несется ко мне. Я едва успеваю заскочить в домик. А в домике такой еще предбанник, а в домике такая еще прихожая. Ну, он, конечно, немножко не такой, как здесь во сне. Прихожая, а в этой прихожей я уже вижу маленький кабанчик. Я думаю, ага, большой кабан из-за этого несется. И тут приближается, я едва успеваю закрыть дверь. Дверь, кстати, во сне деревянная, но при этом я через нее все отлично вижу, как через эту дверь. И вот буквально перед носом кабана я закрываю дверь, он такой раз, остановился и стоит, думает, что дальше делать. Вот пока я наблюдала за этим кабаном, который остановился у двери, также смотрю в окно и вижу в заводе, причем заводь уже превращается не в озеро, она уже превращается буквально в море, то есть у домика море. И по этому морю рафты, на которых обычно сплавляются большие группы людей, там по 10 человек, такие огромные лодки надувные. И вот к домику по морю приближается такой рафт. На нем куча людей, и они все к моему домику гребут. И я такая в ужасе думаю, боже, зачем я построила этот домик в таком популярном месте? Тут какие-то кабаны, какие-то люди, какая-то суета постоянная. Эти люди причаливают, и тут уже в моем домике какой-то мужик, главное рыбак, как-то пролез в мой дом. Уже в домике, то есть прихожая и 2 комнаты в избе.
И он во второй комнате злобно разбирает пол. Прям, мол, ломает доски руками, вот так, как медведь ломает руками пол. Это он так сердится на то, что я построила избу в этом месте. Я ему говорю: мужчина, зачем вы ломаете пол? Я так долго это все делала, так строила, а вы ломаете. А он на меня никакой реакции. Ну, тут кто-то из этой группы, которая причалила, в итоге вклинился, и этого мужчину прогнали. И вот уже в домике целая толпа людей. И получается, что в этом домике на постоянной основе живет какая-то еще бабка, и она гонит самогон и продает его вот таким туристам, рыбакам, там, охотникам и так далее. О, ну и сон. И вот уже эта бабка наливает самогон, уже продает там мужикам, теткам. Это что-то с чем-то. Вот такой сон. То есть уже... и все это дело я все время пыталась снять на видео. Все время, как вот этот рафт причаливает, как море бушует, как вот это все я пытаюсь как-то снимать. С тем, чтобы вам потом все это показать, чтобы такие очень интересные события происходят. Конечно, мне хочется вам их показать. Я все время пытаюсь на камеру это снимать, но, увы, камера не работает. Она что-то там с ней все время, она мигает, она что-то там переключается, но именно съемку я так и не могу запустить. Вот такой беспокойный сон. На самом деле очень яркие образы, домик там вот этот красивый очень, озеро, море, которое на самом деле вот эта заводь, это там трансформировалась заводь в озеро, море. Все очень необычно, вот эти плавающие кабаны, бегущий кабан ко мне, вот это все такое яркое, насыщенное. То есть сон был очень-очень такой реалистичный, очень яркий, очень такой зрелищный, но беспокойный. Очень много людей, все знают об этой избе, все сюда стремятся. И я, конечно, там недоумеваю, зачем я в таком популярном месте построила свою избу. Вот такой сон, друзья. Как я на вас сразу, с утра потоком образов.
потом наловилось. Ну, фазаны-то, конечно, наловились, по идее. Ну, глянем, сколько кадров. Так, 74 кадра. Угу. Так, конечно, ну, фазан. Ага, вот они, фазаны. Конечно, лиса это маловероятно. Все-таки лиса это редкость. Но в этот раз картина маслом. Я утром, когда выходила, жаль, я этого не заметила. Я вышла, и прям по ручью 2 утки плывут. Это так красиво. Если бы это сняла, это было бы здорово. Но у меня камеры в руках не было, я только пронаблюдала, как они проплыли дальше. Потом начала шевелиться, и они меня уже испугались. Но это так красиво было. В общем, еще 2 жителя появилось, 2 утки. Видать, не улетели на зиму. А воды открытой, в общем-то, нигде нет, в озерах замерзла. А в ручье есть, вот они тут пасутся. Ну да, фазаны. Лису поймать очень сложно. Фазанов просто, как я и говорила. Зато куча фазанов. Я даже не все... Ага, ночной кадр. Что у нас тут ночью? Ничего не понятно пока. О! Лиса. Лиса. Снег идет, лиса ходит, смотрит. Умничка ты моя, умничка. Значит, была. Очень здорово. Пришла. Кайф. Да, много кадров лисы. Здорово, здорово. Супер. Охота удалась. Снова. Я продолжаю кормить животных рядом с домиком из камыша. Легче всего накормить птиц. Фазаны и синицы очень быстро привыкают к месту кормежки и потом ежедневно проверяют наличие корма. Хищников накормить труднее, но я решила все же попробовать. К домику регулярно приходят лисы и куница. Для начала я решила подвесить сало на веревочке примерно на высоте роста лисы. Сало провисело примерно неделю, и его почти съели синицы, прежде чем наконец-то пожаловала в гости лиса. Лиса долго сражалась за сало, но с задачей справилась и получила свой вкусный приз. Однако способ с подвешиванием сала на веревке мне не очень понравился, и я распереживалась насчет аккуратности лисы в плане поедания сала с веревки. Не хотелось бы, чтобы заодно она ела и саму веревку. Поэтому в следующий раз я решила обойтись без веревки. Я просто разбросала кусочки сала по земле перед фотоловушкой. Однако лиса в следующие 2 ночи не приходила, и все сало съели сороки. Но это не тот вариант развития событий, который мне хотелось бы видеть. Птицам я и так даю достаточно корма, поэтому я решила закапывать сало в снегу и таким образом прятать его от сорок. И да, в то время, как я ночевала в травяном домике, лиса успешно обнаружила и съела все кусочки сала. Я была счастлива.
Кстати, обратите внимание, как лиса все время смотрит наверх, на то место, где сало было подвешено в предыдущий раз. Лисе хватило одного раза, чтобы запомнить вариант возможного расположения еды. Теперь очень хочется накормить и куницу. Снова. Ну все, буду завтракать. Да домой собираться. Дома очень много дел. Просто нереальное количество дел, поэтому не буду задерживаться, понесусь домой. Кстати, в домике очень жарко. Ну да, я так смотрю с издали. Где-то плюс 27, я думаю, что так жарко. Все, закрываю поддувало. Не так жарко было. Опа! Сейчас вот такой шикарный абсолютно у меня завтрак. О, красотень! Поем прямо со сковородки. Чего уж там. Итак, сосиски, яйцо, фасолька в томате. Все работы на этом канале проводятся одним человеком. Я самостоятельно строю бушкрафт постройки, хожу в одиночные походы, полностью самостоятельно снимаю все свои фильмы. Также я сама монтирую фильмы и готовлю их к публикации. Исключением являются фильмы об неодиночных походах. Как проводятся съемки видео? Камера устанавливается на штатив, либо съемки видео проводятся с рук. Иногда камера на штативе попадает в кадр в моих фильмах, и я их оставляю. Опять же, кто меня снимает? Вот такой инструмент, штатив называется, на него я креплю камеры. Ну вот, привет, мой оператор. Таинственный тот, который меня снимает. GoPro, снимай видео. GoPro, стоп видео. Чем суровее условия, например, время съемки видео приходится на большой мороз или на мою большую усталость от предыдущей работы, тем мне сложнее часто переставлять камеру и менять ракурсы. Приходится делать волевое усилие.
либо обходиться меньшим количеством ракурсов. Бывает и такое. И хотя мои хижины располагаются в южных регионах, здесь также зимой, хотя и не часто, бывают большие морозы. Снег, метели и обледенения. Максимальный мороз, замеченный лично мной, минус 33 градуса по Цельсию, а максимальные сугробы в 1,5 метра. Такая у нас странная зима. GoPro стоп-видео. На этом все. С вами была Татьяна Гордеева. Таким получился этот выпуск. До новых встреч, друзья. До новых встреч.